Сегодня о важном. Вторая и заключительная фаза программы временной защиты в Испании. Привет, я Лара. И вот уже практически год, как я живу в Испании. С июня 2022 я нахожусь на программе временной защиты в ассоциации АКСЕМ. Живу в Андалусии, город Херес-де-ля-Фронтера. И для начала немного общей информации для тех, кто вдруг ее не знает. Директиву о временной защите в Евросоюзе приняли после войн на Балканах в 1990-х, начале 2000-х. И с момента ее принятия в 2001 до нападения России на Украину в 2022 директива ни разу не редактировалась. С потоком украинских беженцев в Европу в 2022 этот документ потребовал кардинальных изменений. Но, к сожалению, на это нужно время. Поэтому за основу программы защиты беженцев была взята именно директива 2001 года. Примерно это сказал нам юрист ассоциации АКСЕМ на одной из встреч. Но сегодня о другом. На календаре апрель 2023 и, как я сказала, практически год я нахожусь на программе защиты. И вот уже несколько месяцев, как я перешла на вторую фазу. Сегодня я расскажу о том, как все выглядит на практике в моем конкретном случае. Полная программа защиты рассчитана на 18 месяцев. И выглядит она примерно так же, как и 7 лет назад. Мой друг приехал в Испанию с началом войны в Донецке и прошел примерно такую же программу. Сейчас со мной на программе находятся люди из разных стран. Из Грузии, Белоруссии, из стран Латинской Америки, Африки. И все мы находимся практически в одинаковых условиях. В чем отличие для украинцев сейчас? Документы нам оформляют достаточно быстро и сразу с разрешением на работу. Для беженцев из других стран такой привилегии нет. Но о трудоустройстве буду рассказывать позже, когда пойду работать. Нулевая фаза программы временной защиты. Очень многое зависит от автономии провинции и города, в который вы попали. Где-то селят в лагерь для беженцев, кому-то везет больше, люди попадают в отель на полный пансион. Я приехала в самую южную провинцию Испании, в небольшой город Херес-де-ля-Фронтера. И с момента постановки меня на программу мне действительно очень повезло. Меня поселили в апартаменты, очень хорошие. И видео об этом есть на моем канале, ссылочку на него я оставлю в описании. Кроме жилья, раз в неделю мы делали закупку продуктов на сумму 40 евро на взрослого человека на одну неделю. Все это проходило в определенном магазине, и с нами был представитель ассоциации, который оплачивал покупку. Наличных денег на нулевой фазе беженцы не имеют. Также раз в месяц была закупка средств личной гигиены на сумму 20 евро и чистящих моющих средств на 30 евро. Нам оплачивали лекарства, купленные по рецепту врача. Еще раз в 6 месяцев человек, находящийся на программе, может купить себе необходимую одежду и обувь на сумму 90 евро. В нашем случае это также было в определенном магазине, и точно так же, как и продукты, покупку оплачивал представитель ассоциации. К видам помощи также относятся бесплатные курсы испанского языка, помощь психолога, консультация юриста, кому это необходимо. Любая информационная помощь, переводчик, все это у вас будет с первых дней, как вы станете на программу защиты. Всех, кто вместе со мной находился на нулевой фазе программы временной защиты, перевели на первую фазу одновременно 1 сентября 2022. Обычно условия на этом этапе могут меняться. Переселяют в другие города, чаще всего в маленькие деревни, могут селить вместе несколько семей в одних апартаментах. От чего это все зависит, я уже объяснила. От региона, провинции, города и конкретно ассоциации. И, как я уже сказала, нам очень повезло в Херес-де-ля-Фронтера, потому что для нас условия вообще не изменились. Мы остались жить в тех же хороших апартаментах. По закупке продуктов и средств личной гигиены все осталось точно так же.
На первой фазе нам добавились карманные деньги, это 50 евро на человека каждый месяц. Также на первой фазе добавляется оплата услуг стоматолога и заказ очков для зрения, кому это необходимо. Но стоматология в Испании – это отдельная, огромная тема, с которой я столкнулась очень плотно. Историю об этом можно вложить в целый сериал, не то что в одно видео, но ограничусь просто выпуском, который посвящу лечению зубов у испанских дантистов. Вторая фаза программы защиты. Завершающий этап помощи, на котором беженец самостоятельно решает все свои вопросы, без помощи представителей ассоциаций, переводчиков и прочего. Я перешла на вторую фазу с 1 декабря 2022. Поэтому вполне объективно могу рассказать, как же живется человеку в чужой стране полностью самостоятельно. Первое и самое важное, что нужно сделать до перехода на вторую фазу, это найти себе жилье. В Испании эта задача сложная. Без официального рабочего контракта жилье сдавать не хотят. И арендовать квартиру сложно, но возможно. В нашем городе с поиском жилья помогала ассоциация АКСЭМ. Сейчас все, кто находились со мной на нулевой и первой фазе, уже перешли на вторую и живут самостоятельно в арендованных квартирах. Про все нюансы аренды смотрите в отдельном видео. Что еще важно знать про этот этап? Групповых закупок продуктов и средств гигиены уже не будет. Вы получаете пособие и самостоятельно решаете, что покупать и где покупать. Сумма, которая выделяется на одного взрослого, 350 евро в месяц. Чаще всего из этих денег нужно оплатить еще и коммуналку. Аренда квартиры – это другая статья расходов, сюда это не входит. Да, деньги небольшие, но, как видите, с декабря я еще до сих пор не умерла с голоду и вполне даже упитана. Жить на эти деньги сложно, но можно, особенно в Андалусии, регионе, который считается самым недорогим по испанским меркам. Хотя, да, признаюсь, от многих вещей пришлось отказаться до момента официального трудоустройства. Еще такой нюанс. Именно в нашем городе, в ассоциации АКСЭМ, есть правило: за потраченное пособие нужно отчитаться. В конце каждого месяца предоставить чеки и фактуры на те товары, которые вы купили. На первых порах это кажется очень сложным, но за месяц втягиваешься в это дело и никаких неудобств не возникает. Кстати, есть ограничения по покупкам. На деньги, на пособие нельзя покупать алкоголь и табачные изделия. Все находящиеся на программе защиты, независимо от фазы, должны обязательно посещать курсы испанского. И на второй фазе продолжается помощь юриста и психолога, кому это необходимо. Также на второй фазе многие занимаются амальгацией своих дипломов. Но в эту тему я углубляться не буду, потому что, к сожалению, мне амальгировать нечего. Все мои дипломы находятся в оккупированном Донецке, и забрать у меня их сейчас нет никакой возможности. Но скажу одно, что амальгация может занимать до 2-3 лет, и если это высшее учебное заведение, то, скорее всего, здесь придется доучиваться или пересдавать академическую разницу. Если я буду что-либо знать важное по этому вопросу, непременно сниму отдельное видео. И, конечно, вторая фаза – это начало активной подготовки к поиску работы. Совсем недавно я рассказывала, как примерно это выглядит, и вы можете посмотреть в видео «Один день из жизни беженки», где подробно рассказывается процесс, в том числе и помощи в поиске работы. И ключевой вопрос: что же делать, когда программа защиты закончится? Несмотря на то, что многие украинцы живут сегодняшним днем, подумать об этом все-таки стоит. Большая часть беженцев из Украины планирует возвращаться домой после нашей победы. Но есть и такие, кто по разным причинам решил остаться в Испании. В их числе и я. К сожалению, мой Донецк за последние 9 лет очень изменился, и не в лучшую сторону. Возвращаться туда я не планирую. Поэтому начинаю думать, что же делать дальше. И не будет ни для кого секретом, что официальное трудоустройство – это самое лучшее решение вопроса. Работа поможет решить
максимум юридических проблем, а также улучшит уровень жизни. Это естественно. Поэтому все свое свободное время я посвящаю как курсам испанского, так и поиску работы. Вопрос с продлением испанских документов пока остался без ответа даже у юриста Ассоциации Аксен. Постоянно происходят изменения в законах. Многое зависит от окончания войны в Украине. Поэтому сейчас мы ничего не знаем. Такой мы получили ответ на последней встрече с юристом. Ну и тут официальный рабочий контракт будет только в помощь. Поэтому, с какой стороны ни посмотри, трудоустройство – это очень важно. Моя задача номер один – найти работу до окончания программы временной защиты и до конца окончания срока действия испанских документов отработать как минимум 6 месяцев. Как думаете, миссия выполнима? Уверена, что да. Если чего-то очень сильно хочешь, то вся Вселенная будет этому способствовать. Слова не мои, но проверила на себе неоднократно.